Всем привет, вы на канале Твинки Тайм. Мы сегодня посмотрим игрушечку, которая давно уже у меня лежит в стиме, но я ее ни разу так и не запустила по какой-то причине, не знаю. Witchwood. Я думаю, что это будет просто односерийка, там, может быть, минут на 40. Ну, посмотрим, насколько, не знаю, но вряд ли я буду ее проходить, просто покажу. Болото. Давным-давно в странном домишке жила странная ведьмочка. Большую часть своего времени она проводила в своем странном садочке и отдыхала в причудливом кресле. Но в этот день ее сон прервал странный шум. Козел. Кто здесь? Встать. Это я, да? Нажмите F для взаимодействия. Понимаю. Дьявольское отродье, как ты посмел вырвать даму из объятий сна? Ой, это я. Так, громкий звук для меня, наверное, я сделаю тише. Вон из моего дома, тупое животное, от тебя один беспорядок. Быстрым пинком... Блин, слишком громкая музыка для меня. И для вас, наверное, не так громко, но... Быстрым пинком под зад ты выпроваживаешь козла за дверь. Прекрасно. Можно мне, пожалуйста, настройки? Из чего ты такой бардак? Я ведь только вчера подметала. Начнем с главного. Мой старый гримуар должен быть где-то здесь. Новая глава. Начнем с главного. Отлично. Просто секунда. Ой-ой-ой-ой. Ну, давай так. Давай так. Найди свой гримуар. Хорошо, я ищу. Это мой гримуар. Ага, нашелся. Странно, он явно легче, чем был. В твоем гримуаре записаны все возможные рецепты, ты можешь открыть его в любое время, нажав H. Так. Живительная припарка. Пестрая травянистая паста избавит от боли и страданий, восстанавливает сердца. Инвентарь, карта, журнал. О. Окей. Все мои рецепты пропали. Чёртово животное сживало все страницы. Где моя поясная сумка? Мне нужно прихватить с собой пару вещей до встречи с этим животным. Наверное, в сундуке оставила. Да. Окей, я сделала еще тише, потому что мне как-то немножечко чуть-чуть громковата музыка была. Так. Поясная сумка. Да. В сундуке. Где сундук? Какой сундук? Вот этот сундук. О, плетеный пояс. Простой плетеный пояс и все нужное под рукой. Прекрасно. Каштан. Колючая булочка обладает стимулирующим эффектом. Измельчить и употребить. Долг будет, даже если просто наступить. Мышовая веревка. Глаза-ищейка. Окей. Ох, моя бедная спина, сколько я проспала. Добрая порция лекарства успокоит мои ноющие кости, а потом можно и на улицу выйти. Это я, мне очень нужен такой рецептик от спины, знаешь. Ну, хоть рецепт живительной припарки остался. Вот это оно. Ингредиенты. Какой-то куст, лесная трава и какой-то гриб. Лесная трава. О, прикольно. Ой, прикольно. Сейчас я как все позабираю тут. Супер. Давай сделаем. Иди наружу, давай пойдем. Ты выходишь на болотные просторы и тут же ударяешься большим пальцем на ноге, торчащую корягу. Вот так приляжешь на минуту, а весь двор уже сорняками порос. Где-то вдалеке, за ежевичными кустами, ты слышишь шум. Да подевался этот раскосый баран, он мог бы сделать доброе дело и сживать пару сорняков. Окей, карта. Таб. Я нажала таб. Ага. Грот ведьмы. Козел. Манит даже без пальцев. Разыщи козла. Что тут можно брать или не брать? Или... О, нужны ножницы в помощь. Ну да, ножницы, понятно. Интересно визуально выглядит. Глаза.
Ну, визуально, да, визуально она такая необычненькая, скажем так. Козел. Это все, что ты можешь сказать в свое оправдание? Козел выкашливает отвратительный клочок волос. Привет. Привет, теперь меня слышно? Прошу прощения, давно я не пользовался смертными сосудами. Гадость, у меня грязь во рту. Тьфу. Ты умеешь говорить? Разумеется, умею. Твой мозг совсем зарос паутиной, что ты забыла старого друга. Ранишь самое сердце, мадам. Рад, что ты наконец проснулась. А то я уже начинал сомневаться, проснешься ли ты когда-нибудь. Хотя течение времени в этих краях довольно странное. В общем, я пришел забрать причитающиеся. Ты добыла все, о чем мы договаривались? Добыла? Ты о чем? О боже, если ты действительно ничего не помнишь, то нам необходимо вновь обговорить детали контракта. Там. Козел кивает в сторону древнего неприступного прохода из камня. И каким образом я пройду сквозь камень? Ты сама запечатала проход. Посмотри повнимательнее и все поймешь. Используй ведьмин взор на объектах и существах, чтобы выявить их слабости. О, прикольно. Сейчас как козел. Как козел, и все. Каменный столб. Необычайно большой столб, усыпанный зачарованными письменами. Рассеивающий порошок. Слабости. Окей. Не стоит недооценивать свои органы чувств, моя дорогая. Может, ты и стара, но видишь куда больше остальных. Скрытые слабости, спрятанные ото всех. Теперь вижу. Корявенькие руны выгравированы на поверхности камня, но они еле видны. Щепотка рассеивающего порошка должна помочь. Если бы ты не перекусил моей книгой, мне бы не пришлось переписывать все свои рецепты. Ни я не несу ответственность за какие-либо потери и прочие неудобства. Всему виной вынужденная одержимость. Исследуя предметы и животных, ты можешь выучить новые рецепты для крафта, а потом найти их в гримуаре. Прекрасно. Составить рассеивающий порошок. О, я могу его сделать. Разоблачаю. Ого, эффекты громкие какие-то, чё? Ты распыляешь пригоршню сверкающего порошка на руны, глифы наполняются холодным голубым светом, образовывается проход. Ты щуришься, пытаясь разобрать буквы, но видишь незнакомые руны. Что это за чепуха? Выглядит так, будто их писала обезумевшая от страха курица. Напоминает язык теней. Давай переведу. Козел подходит ближе и замирает. Ну и? Что там написано? Козел трясет мохнатой головой, и темная жесткая шерсть закрывает его маленькие глазки. Я не вижу. Невероятно. И какую от тебя ждать помощь? О боже, я не вижу это. Окей, ладно. А я не помогать пришел, а кое-что забрать. И сделаю же что-нибудь с этой мочалкой на моей голове. Ладно. Вроде в саду были старые ржавые ножницы для стрижки. Ща я пойду... Где сад? Где у тебя сад? Подожди, где сад? Отдали. Ну, окей, где-то есть сад. А вот здесь, да? Этот сад. Ура. И знаешь что? Подожди, я хочу кое-что сделать. Подрезать. Это я беру. Удивительно, что я раньше не попробовала эту игру. Переплетенные лозы. Как только ты срезаешь особенно толстую ветвь ножницами, усики будто бы расползаются в размерах. Они словно готовы поглотить этот проход, независимо от того, как быстро и усердно ты пытаешься избавиться от преграды. Куда это ты сбегаешь? Ты ведь про меня не забыла? Да я-то не забыла, но ты подожди секунду. Как там Q? J? Ножницы. Слабости ножницы. Ножницы не особо помогли, ну да ладно. Что тут у тебя интересного есть еще? Ничего? Ну давай. Не обращай внимания на активное сопротивление, ты срезаешь грязный клок волос. Ухо козла царапают ножницы, но он сам виноват. О, прикольно выглядит. Ах, так гораздо лучше, боже. Ты всегда была такой внушительной дамой, или и меня память подводит? Следи за языком, или я его подрежу. Теперь ты можешь прочесть руны. Да. Под рыхлой землей она спит одна, с знаком невиданным от дна. Огонь 4 камень микростопя, пылающей чашей ведьму зовя. Ведьму? Кто призывает ведьму? Какие такие знаки мне нужно жечь? Может, стоит внимательнее присмотреться к этим чашам? Да, давай, я осмотрюсь. Где чаша? Вот эти чаши, да?
Так, выжженная чаша. По останкам на дне непонятно, что в ней жгли в последний раз. Почему непонятно? Тут голубое перо вот. В этой чаше не осталось ничего, кроме резкого запаха. Останки чего-то прилипли к дну и засохли. Свет отражается от поверхности. Наверное, разумно сделать вывод, что она отражающая. Окей. Собачья шерсть, перо птицы, слизь лягушки и блестящий камень. Ты ведь ничего из этого не проглотил, пока я спала? Вряд ли, но можешь покопаться во внутренностях этой животинки, если хочешь. Но, к твоему сведению, за этим болотцем есть целый мир. Видишь ворота вон те, при ясном зеленом пламени? Козел кивает на другой конец двора. Думаю, энергичная прогулка по лесу пойдет на благо твоим старым суставам. Заодно с настроение поднимешь. Да, спасибо, я подниму. Давай, пошли. Соберите ингредиенты, расчистить путь к лесу. Я иду. Ты как-то умеешь ускоряться? Нет? Ну, в принципе, ладно, и так нормально. Во тьму. Твои ножницы легко режут и срывают лозу. Так. Вопрос. Ты продираешься сквозь лозу и внезапно чувствуешь под ногами холодное каменное покрытие. Создается ощущение, что время здесь течет назад. А может, наоборот, ускоряется и бежит вперед. Гнетущая звездная пустота простирается за пределы твоего взора. Здесь тихо и спокойно, однако теплый осенний ветерок и щебетание птиц привлекает твое внимание. Дверной проем. Так. Деревня, на рынок, к докам. О, это что? Рождецвет. А ну-ка покажи. Если бросить его на землю, вернет вас к домашнему очагу. Прикольно. Возвращалочка типа. Так, а куда мне идти? Вот сюда, да, в лес? Но открыто только пока вот это. Птица. Слабости капкан. Окей, капкан я сейчас смогу сделать, да? Палка-палка. Наблюдатель за птицами. Женщина так быстро поворачивается на своих каблуках, что чуть не врезается тебе своей подзорной трубой. А, вы меня напугали. Разве не видите, что я провожу научные исследования? Исследования? Что вы пытаетесь обнаружить этой штуковиной? Как что, знаменитого лесного жаворонка с хохолком цвета индиго? Говорят, что они обитают исключительно в этих лесах. Вам не доводилось их видеть? Ты смотришь на маленькую синюю птичку, которая устроилась прямо на шляпе женщины. Мне... Нет, не доводилось, простите. Жаль. Ну, никогда не поздно открыть другому глаза на красоту природы. Никогда не знаешь, какие открытия ждут за углом. Она указывает на ближайшее лесное существо, которое набивает щеки семенами. Вот возьмем, к примеру, белку. Понаблюдай за ней немного и узнаешь все о ее поведении. Наблюдение ключ к знаниям. А теперь прошу меня простить. Я не хочу пропустить новое волнующее открытие. Синяя птичка провожает тебя взглядом, а после гадит прямо на край шляпки женщины. Окей. Да, бывает. Вполне. Птичка, почему ты наблюдаешь за мной? Наблюдай за птицами. Слушай, а это хорошо. Капкан. О, я не могу сделать капкан. Что такое? А, это вот это. Создать. Куча палок, короче. Каким образом я сделаю капкан? Да. Окей. Палка. Сделала капкан. Я поставила капкан. Давай, все, иди сюда. А, смотри, летит. Давай. О, это что за Гастон стоит? В кусок мяса. Это что за Гастон сидит? Смотри. Гастон это тот, который, если что, с красавицей чудовища. Челик такой. Белочку тоже ловить можно. А, тут нес собаки. Киллмен. Вечера, мэм. Вы за горшками? Боюсь, я уже выключил печи, так что придется подождать. Нет, я не за горшками, просто любуюсь собачкой. Ты показываешь на шавку, охраняющую двор. Можно ее погладить? Можете рискнуть, если не дорожите пальцами. Она сегодня кусачая. К тому же ей не шибко нравится, когда люди подходят к печам.
Животные меня любят, уверена, я смогу найти способ, как их успокоить. Сильный, привлекательный мужчина. Не то, чтобы привлекательный, усыпляющее мясо и ножницы. А это или это и то, и то? Где взять вот это мясо? Подожди. Тепленькое мясо, пропитанное снотворной магией, использовать против собак. Прикольно, Окей, я знаю, я поняла. Смотри, короче. У меня есть мясо. И мне надо что? Вот это. Усыпляющее зелье. Тут надо что? Какую-то фигню и еще какую-то фигню. 2 гриба и какая-то синяя фигня. Ну, сейчас поищу. О, ты кто? Загадыватель желаний. Чувствует себя неуютно рядом с колодцем, но не может отвести от него взгляд. Так, я сейчас тебе помогу его отвести. Хочешь? Хочешь поговорить? Ой-ё, божечки, я даже не знаю. Ты похлопываешь паренька по плечу, а он чуть не падает в колодец головой вперед. Да что с тобой такое? Я же мог свалиться. Тогда, может, не стоит свешиваться с края, как какой-то недоаист? Да и что такого интересного в этом колодце? Ну, мой дедуля говаривал, что у людей часто падает в колодец что-то ценное. Оно лежит на дне и ждет, когда кто-то его выкопает. Я себе даже совок взял. Но веревки нет, а внизу очень темно и мокро. Как подумаю о снующих во тьме упырях, там так мурашками покрываюсь. А когда-нибудь думал, что упыри покрываются мурашками, представляя, как ты снуешь тут при свете дня? Вообще-то нет, не думал. И не уверен, что мне стало легче от этой мысли. Может, охота за сокровищами не для меня? Вот, возьми мой совок. Сомневаюсь, что он мне пригодится. Теперь ты сама можешь спуститься на дно и посмотреть на упырей. Он протягивает тебе совочек, совсем новенький, будто ни разу не использованный. Этот старый колодец глубокий и темный, и ты можешь спуститься вниз, но веревка давно прогнила. Мышела веревка. Ты бросаешь конец крепкой самодельной веревки во тьму, она должна выдержать тебя без особых проблем. Но я пока еще не собираюсь туда идти, понимаешь? Дело. Пока что подожди. Я ее повесила, но я хочу еще пройтись, просмотреться. Осмотреться, то есть. Неважно. Что это такое тут лежит? Топор. Надо топор. Прикольный топор. Это хорошо, у меня нет топора. Это что? Золоченые ворота преграждают путь ведьме, пока та не соизволит их открыть. Открой. Давай ножницами. Нет? А подожди, какой ведьма? Я ведьма, или кто, или куда? А это что за домик? Окей, пошли дальше. О. Штанчики. Фея. Самая нежная из всех существ исчезает в облаке пыли, когда ее ловит сачок. Светлячок, сачок. Где мне взять сачок? Вопрос. Мои руки не так быстро. Лепесток какой-то взяла. Окей, я подожди, это что? Олень. Картина маслом самопровозглашенный правитель всей региона. Сам себя назначил, народной славы не снискал. Как это? Что это? Ладно, дальше. Пошли дальше. Хотя вообще, можно сделать еще ловушку. Что это такое? Пустой сосуд. Это что? Глина. Капкан. Давай еще капкан. А ну, иди сюда. Жир зверька. Так. Дровосек. Тлеющий уголек, это я беру. С ним тоже надо поговорить, наверное. Топора у меня нет. Ну ладно. Лесник. Так. Подожди, что? Только 20 минут? Окей, хорошо. А, вот, ты не поможешь
С чем? У тебя вроде так все налажено. А пни никуда не убегут. Мой сын лентяй должен был мне помочь, но снова сбежал. Скорее всего, донимать лягушек или есть жуков. В общем, страдает ерундой. Мне нужно избавиться от бревен. Осень на исходе. Дерево уже начало гнить. Остерегайся лиловых грибов, которые иногда прорастают внутри. Если вдохнуть их споры, начнет клонить в сон. Вот это мне надо. Мне надо. Как бы мне не прельщали ядовитые грибы, но лесоруб из меня никудышний. Лесорубка, хотя я говорю. Ерунда. Испытать радость от рубки дров дано каждому. Держи, мой сынишка точно не будет скучать по своему топору. Это мне, это я возьму. Давай. Ща как по это. Оба! Не. Что это такое? Это я беру. О, гриб забвения нашла. Мне нужно. Что это такое? Сосуд с водой. А, ну мне, короче, нужен сосуд. Нужна вода. Отлично. Что еще? И глина мне надо. Глина, вода. Сделать сосуд, а там посмотрим. О, чекай. Оборванец. Его энтузиазм поймать как можно больше лягушек не совпадает с возможностью их удержать. О, мадам, а что это у тебя за крутой вонючий горшок на голове? Могу задать встречный вопрос. Что это за кучка вонючих лягушек у тебя в штанах? Буквально. А, ты просто завидуешь. Мальчик пытается одновременно усмирить своих лягушек и поймать сбегающих светлячков паршивеньким сачком. Безрезультатно. Взял на себя больше, чем можешь осилить. И чего ты вообще пытаешься добиться, так размахивая руками? Ты совсем балда? Мои лягушки жрать хотят, я им светлячков на обед ловлю. Он выделывает очередной дикий пируэт, но окончательно упускает цель. Почему бы тебе не передать мне несколько лягушек на время? Тогда сможешь управиться с этой своей сеткой. А, я понял, ты хочешь отобрать мою прелесть. Как тебе такой расклад? Я отдаю тебе сачок, и ты ловишь мне светлячков. И, может, тогда я подумаю обменять одну из моих лягушек. Давай. Давай, я согласна. Хоба. Светлячки. Хоба. 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 Это все я беру. Это что? Подменыш. Большинство грибов не часто так развиваются. Я тебя порублю, вернись. Где, вернись? Я его стукнула. Прикольно. Я хотела посмотреть, что вот это что, но вот здесь светлячок, ведьмин гриб. Сколько тебе надо этих светлячков? Пошли. Ну, в смысле, лягушки поедят. Вот светлячок, на. Мальчишка трясет банку с насекомыми, словно копилку с монетками. О, эти сочные, братцы сегодня попируют. Так что там насчет сделки? Ты согласился обменять одного из своих питомцев? Какая сделка? Я такого не помню. Лягушка выскальзывает из комбинезона мальчишки и падает к его ногам с влажным плюхом. Черт, ох уж этот скользкий Пит. Он делает неуклюжую попытку схватить земноводное, но юркое существо выскальзывает из рук и прыгает в кусты. Да блин, ну ладно, он все равно мне никогда не нравился. Если сможешь поймать, он твой. Я беру. Оба, это мне. Так, теперь мне надо сверкающий камень. И что еще? И шерсть собачья. Собачья шерсть. Собачья шерсть, это хорошо. Идем дальше смотреть. Ага, это мы пришли к началу. Пошли тогда туда. Там у меня же был этот проходик, который... Чем она хотела? Топором? А, еще вот сюда слезть. Да, это тоже нужно. Вот это вот как открыть? Окей, никак. Тогда давай сходим к этим... к феечкам, которых я не забрала. А, оно обновляется тут все. Ну это хорошо.
феечка. Кто? Что происходит? А потом можно пойти вниз. Красиво нарисовано, мне нравится. Здесь я ничего не могу разрубить случайно. Ой, что это? Дух сажи, прикольно. Вот это еще можно. Давай спустимся, да? Так, что тут? Лопаточка. Денежки. У меня зачем-то есть хп, значит, тут есть потенциальная возможность, что я, может быть, буду драться или, по крайней мере, убегать от кого-то. Ну или каким-то образом получать урон. Так. Я могу сделать вот это? Создать. Сосуд. Супер. Что тебе надо? А зачем ты создала пустой сосуд? Сосуд с водой. А, ну так воду ж надо в него набрать, нет? Вот, пустой сосуд. Собрать воду. Как-то можно собрать воду? Вот отсюда может. О! Усыпляющее зелье, да? Шли, короче, к собачке. Где мне мясо? Ты собачка, ты собачка, ты собачка. Опа. Шерсть. Я собрала шерсть. Ой, я собрала шерсть. Слизь лягушки, голубое перо, сверкающий камень и собачья шерсть. Я все собрала, пора возвращаться. Да, хорошо, я сейчас соберусь, возвращусь. Но я хочу сначала подсобирать все, что тут лежит, потому что, ну, потому что тут лежит, очевидно. А я могу зайти? Почему не могу зайти? Что это? Беру. Где ты там прыгаешь? Ускакал. Вернуться домой. Пора возвращаться домой. Просто сказать. Да, давай. Я дома? А, вот я домой, да. Зажечь чаши. Это я могу. Голубое перо. Перо силой придавливается к чаше, будто магнитом. Оно ярко вспыхивает, когда его окутывает холодным пламенем. Собачья шерсть падает в чашу по одному волоску. Она собирается в зловонный комок, а затем вспыхивает в холодном зеленом пламени. Ты аккуратно перекладываешь слизь из своей сумки в чашу. Она пузырится, но после встречи с пламенем превращается в пепел без запаха. Камень падает в чашу с характерным звуком. Его поверхность вдруг покрывается трещинами, и он раскалывается, растворяясь в холодном зеленом огне. На каменном проходе играют причудливые тени от изумрудного пламени чаш. Ты видишь, как тени подбираются к каменной поверхности и раскалывают монолитный гранит, словно буханку черствого хлеба. Камень растворяется во тьме, открывая широкую лестницу, которая уходит далеко вниз. Козел, после вас, мадам. Святилище, давай. Я готова.
Где я? Что это такое? Спящая девица. Красивая спящая девушка в хрупком стеклянном гробу. Ты что, спящая девица? В позолоченном хрустальном гробу лежит молодая девушка. Хоть она погружена в волшебный сон, лицо ее выражает глубокую печаль. Стук дьявольских копыт эхом отдается по мраморным плитам. Козел подходит к тебе. Красотка, правда? Помнишь, как привела ее ко мне? Я привела ее к тебе? Зачем? Кто она? Не имею ни малейшего понятия. Все, что я знаю, ты принесла ее безжизненное тело ко мне на порог, а потом начала умолять спасти ее душу. Спасти от чего и почему она спит? От чего? С твоих слов, от 12 душ, которые обидели ее при жизни. От злодеев, которые обманули и сломили ее дух. Мы сошлись на том, что она будет лежать здесь до завершения контракта, то есть до тех пор, пока ты не принесешь мне 12 нечестивых душ. Что? Я не помню никакого контракта. Договор нерушим, вне зависимости от того, помнишь ты о нем или нет. Ты чувствуешь что-то тяжелое тяжелое и темное в глубинах своего сердца после этих слов. Козел говорит правду. С чего мне исполнять твой приказ? Как по мне, так слишком это муторно. Да и какое мне дело до этой спящей красавицы? Принеси мне 12 душ, и я освобожу спящую деву от оков сна. Тогда наше соглашение исполнится. Да и как знать, может, к тому времени ты и сама вспомнишь, зачем привела ее ко мне. Может, это дочка? Или, может, это возлюбленная? Ну или можешь просто вернуться в свою уютную хибарку и сидеть в кресле, пока не зарастешь таким густым мхом, что даже ножницы тебе не вызволят. А голова опустеет так же, как твой гримуар. Не стоит в торопях принимать такие судьбоносные решения, как говорится, а утро вечером мудренее. Твоя голова тяжелеет, веки сами собой закрываются. Что ты со мной сделал? Я хочу спать. Или вообще это сама ведьма, просто какая-то ее оболочка, да, а мы же ее лица не видим, она ходит в какой-то... Типа, может, это ее тело, а это, я не знаю, что это тогда, какое-то не физическое, не настоящее тело, я не знаю. Что у нас по времени? 30 минут. Давайте здесь закончим. Я, честно говоря, интересный сюжет, как по мне, пока что, по крайней мере. Не уверена, насколько это проходимая игра, насколько она, типа, ну, вроде проходимая. Вроде как сюжетная. Я не знаю. Напишите, как вам игра, и хотели ли бы вы видеть продолжение. Я просто не уверена. Возможно, если вы скажете, что интересно, то я бы даже потом прошла ее на запись. Почему потом? Потому что я вскоре планирую записать кое-какую нововышедшую игру. Она выходит буквально через несколько дней. На прохождение, скорее всего, поэтому... Ну, короче, напишите, как вам эта игра. И спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.